10 апреля. На улицу пока не пойдем. Там очень ветрено. Улан-Удэ. Весна 2023. Полностью, конечно, все прогнозы не оправдались. Может, еще не вечер синоптиков. Пылюка сзади. В плане снег, метель, буран. Ну и слава богу. Но вот насчет ветра угадали в яблочко. Ветер очень сильный на улице. Причем очень сильный. 6:30 утра. 645 километров до столицы Забайкалья, города Читы. Вернее, до нее-то ближе, до нашей точки выгрузки. Вчера я когда остановился, здесь вот эти парни, капитан, там Траска, и между ними стоял вот здесь этот, моя бывшая контора. Я еще думал, ему фос стать, думаю, это точно с утра стоять не будет. Поедет. Видите, все стоят, его нет. Пока никого нет. Выскакиваем. Ой, 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 ой. Ну вот такая, походу, наверное, будет сегодня целый день, да, вот такое облачно, солнце, ну, ветрено. Ну и ладно. На Селенгу с высоты птичьего полета посмотрим в другой раз. Боюсь, что если мы отправим Чипа в полет, это будет его последний полет. Ну, может его Чип назвать? Дейла в руках держишь на это пульт, а Чип летает. Что, нормально? Нормальное погоняло. С высоты моста пока смотрим на Селенгу. Так вот я хотел и к той горе слетать сегодня, ну и вот сюда вот. О, а это что там такое? Интересно, прорез, какие-то полосы прорезаны. Это явно искусственное посреди льда. Это зачем? Чтобы когда лед начал ломаться, льдины там поменьше ломались или как? Кто в курсах, кто заметил, кто обладает информацией. Объясните, зачем сие ноу-хау? Улан-Удэ просыпается, Бурятия просыпается. Рабочий день, сегодня, кстати, понедельник, 10 апреля. Для кого-то день тяжелый. Для нас обычный. Что понедельник, что воскресенье, что пятница. Все едино, как пел Высоцкий. Никакой разницы. Каждый день кино про дорогу. На протяжении уже, ну как у меня, так уже 25 лет. Не 25, соврал. 22. 25-то я уже загнул. Вы превышаете допустимую скорость. Да,
Сейчас 23-й. 22 лет. Все верно. Как раз в апреле 2001 года я получил водительское удостоверение категории БЦ. На следующем повороте поверните налево. Хотя там что-то как-то вот впереди немножко мрачновато все выглядит. Превышаете допустимую скорость или проложить. Ветер вчера вот до Мандрика было тихо. Как только Мандрик переехали, казалось бы, ну что там того, той горы-то, господи. За гору переехал, все. Совсем другая погода. Забавный такой перформанс. И много таких вот мест. Я помню, как-то куда-то мы ехали. Что-то то ли в Алмату, то ли в Казахстан, Южный, в Узбекистан, но ехали здесь. Через Астану, там, Караганду. В Талдыкарган я ехал. Точно. Нас тогда еще в Караганде не пустили. Потому что сказали, что там минус 10 за Карагандой и дождь идет. Ветер в харю, кстати. Сейчас расход прям 7-мильными шагами попрет вверх. Ну и вот. Мы, соответственно, на посту на выходе с Караганды нас не пустили. Переночевали. И утром поехали, уже всю дорогу открыли. Ну, лед был, все, светило солнце. Машин по кюветам валялось. Больших, маленьких, каких только не было. И вот такая вот дорога была до вот пока этот, как там, Балхашская. В общем, полоса Карагандинская губерния заканчивается, начинается Балхашская, и все. И вот как кто-то черту провел, плюс 15, сухо, все красиво, все едь. А вот от Караганды до этого участка, я не помню, сколько там в километрах, ну там так прилично довольно-таки. Просто вот как ты под Пальту-Селенги едешь. По живому льду ехали. Но хоть днем солнце, хоть что-то, ну, видно дорогу там. Оценивать. Ну, машин туда очень много по кюветам валялось. В основном те, которые шли в сторону Караганды. С Караганды ж не выпускали. А которые со стороны Балхаша шли. Там-то никто их не держал. Там их очень много. В степи было. Ну, кто как, кто просто съехал, кто лег. Потому что, ну, мы ехали, и то на тормоза жмешь, она разгоняется. Просто лед живой, просто живой лед. Ну, представьте, минус 10 и дождь. Вот. Так что тут тоже вот как вот это Мандрик, говорю, как какая-то граница этих атмосферных фронтов. Там был один фронт, за Мандриком совсем другой. До Мандрика было тихо, вообще тихо, ветра не было. Минус 2 на улице, как бы не сильно холодно, но на ветру. В общем, паскудненькая пока погодка, далеко не апрельская. А может, для этих мест это еще и нормально. Наверное, уже вряд ли. Все равно должно быть лучше. Еще с утра свежо, еще
Еще не жди тепла, запорошит снежок страну и все дела. А сердцу хочется весны, а сердце мается. Летит скиталец в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней. Но ты пойми, чудак бывает тяжелей, а разноцветные гирлянды отражаются в осколках луж, не тающей в ночи. И вам попутчик незнакомый улыбается и робко смотрит и застенчиво молчит. Когда все фуры спят в снегу плечом к плечу, они во сне летят, как я, куда хочу. И мы твердим себе, все только начинается, что нам, конечно, рано на покой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Еще с утра свежо, еще не жди тепла, запорошит снежок страну и все дела. А сердцу хочется весны, а сердце мается. Летит скиталец в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Все засыпали. Вроде льда-то нету. Снежочек прошел. И что интересно тоже, до Тарбагатая не было снега вообще. Здесь вот как бы, прошел, какой тут снежочек. Но дорогу высыпали всю. Вот это, где спящий лев подъем, да, вы видели? Асфальт, и такое ощущение, что ты по гравейке едешь. Молодцы. Сейчас тут впереди тоже еще один перевальчик будет, его посмотрим. Что-то мне подсказывает, что там тоже будет гравейка. Красавцы. Вот такой слой песка наверху, на асфальте. Лучше с запасом. Шикарно. Сейчас вот тут вот перевал пойдем. Надо посмотреть, что там на подъеме тоже мне интересно. Я думаю, что там то же самое делается. Ну и тоже опять же, вот это какая-то вот черта. До Тарбагатая сухо, а здесь вот, пожалуйста. Сантиметр, может, засыпало. И машинки идут навстречу. Сейчас вот ночник попался, там Wildberries. Ночник или круглосуточник, как хотите, так и называйте. Вся морда была в снегу залеплена. И так это таким хорошим слоем. Тоже все высыпано. Респект. И вот всю зиму здесь отъездил. Не видел, чтобы здесь было не засыпано.
Не всегда хорошо, не всегда вовремя, но то, что тут как бы вот следят за этим участком, то вопросов нету, где вот эти вот перевалы. Вы превышаете допустимую скорость. Еще и скорость умудряемся превышать. Тут как ты тут превысишь, тут едешь тут право-лево. Все равно еще. Шалим, шалим. Десятниково тоже все засыпано. Ну вот пошли в перевал. Ну, как бы накат есть такой, смотрите. Скользко. Вот здесь скользко. Блестит так симпатично. Что, дальше песок закончился здесь посыпать? Здесь просто вот этот. Да, шлифует. И тут решили не тратить. Зона ответственности той КДМки закончилась. Здесь лед. Причем лед скользкий. Потихоньку, не спеша. Поворот отсыпан. Прямую не посыпали, а поворот посыпан. Сейчас заценим. Вот уже перевал не за горами. Вернее, совсем рядышком. Все, веселье закончилось. Нифига. Развлекаемся дальше. Фига, какой тут лед. Обалдеть. Вроде того снега-то не было. Сука, тут того снега-то он лежит на дороге. А так, в такой каток превратило. Сейчас еще прилипнем на перевале. Запросто. Ну, это будет позор, да? В середине апреля подъем сушить. Цепей нету, я дома оставил. Своих. И раз здесь посыпано, то и там будет посыпано. Начинается. Я уже отсюда вижу, что там один песок.
Все равно разгоняться страшноватенько сильно. Хоть и поворот, хоть и посыпано, но поворот, лед. А, не. Зайдет, куда она тут денется. Песка больше, чем льда. Смотрите, что делается. Респект, респект. От души, не жалеющий. Запутался, хотел повыше дать, а тут опять подъем, да? Ну что по гравейке есть. Вообще не буксует. Какая прелесть, смотри. Здесь асфальт. Внизу. Офигеть. Вот тут. Ну, это самое крутое место этого перевала. Поворот и самый крутой подъем. Респект. Братану. От души. Прям вот. Чтоб даже мысли не было какой-то там АСР-ки сработать. Красавчик. Так всегда бы и везде. Забыли бы, что такое пробки. И ты подняться в гору не можем, еще что-нибудь. Пожалуйста, вот, отработал, дружбан. На совесть. Все. Солнышко пригреет, потопит все это дело здесь опять. Да уже что-то завтра тут плюс 9. Это вот сегодня такой катаклизменный немного денек. И то как катаклизменный, наверное, ночь была уж просто катаклизменная. Мухаршибирский район сейчас начнется. А мы сейчас пойдем на спуск. Здесь и спуск, и на спуск мне отсыпано, и на подъем все просто. Респект, братан. Дай бог тебе здоровья. Какая прелесть. Может, увидим его? Что, ну, видно, что посыпано свеженько.
Ну, сегодня с утра все это дело делалось. Так-то да, под песочком лед. Лед под песочком. Где-то, я думаю, мы его должны встретить. ГДМ-ку эту. А дальше все, сейчас пойдет более-менее ровно. Уже туда. Петров-Забайкальский, там уже пойдут перевалчики. Перевал там тоже будет с тещиным языком. Следующий. Но пока я его не вижу. Но если увижу, однозначно его респект и уважение надо будет высказать. Что не пожалел песочку. По поводу юрт, вот которые впереди, вот где Бухлер, который все нахваливал. Вот. Я думал, если честно, мне просто показалось. Прошлым рейсом, когда туда ехал, заезжал, когда в ВД выгрузился и пошел на Забайкальск, заезжал сюда обедать, взял Бухлер, картошка недоваренная. И порции какие-то, ну, я просто помню, когда первый раз сюда попал, и с таким важным видом, там, вам Бухлер половинку или целый? Ну, конечно, целый. Они что, посмотрели, типа, там, братан, ты там знаешь, что говоришь? Я его чуть втоптал. Сейчас же встаешь со стола, съевший его, и мяса там намного меньше стало. Вот конкретно меньше, на 1/3. Но я думал, говорю, мне показалось. Сейчас вот с мафиозой разговаривали. Я же тут ходил вот сюда, вот как раз. Говорит, заезжал, говорит, Леха, говорит, а что такое, говорит? Картошка недоваренная, порция маленькая, поза, говорит, заказал. Они такое ощущение, что они их не сами делают, а они купленные, может, магазинные или еще что. Я говорю, Сань, ты знаешь, говорю, в прошлом, ну я позы-то не брал, в прошлым разом, говорю, это вот, я то же самое заметил. Назад, когда возвращался, тоже заезжал сюда. Вроде с картофелем вопросов не было, но то, что порция уменьшилась, это вот факт 100%. Он говорит, в наших чатах, ну у них там чат какой-то, там свой же тоже есть, везде сейчас есть чаты. Говорит, пацаны тоже пишут, жалуются, что испортилось кафе. То есть, ну, клиентов привлекли качеством еды, адекватной ценой, хорошими порциями. Ну и сейчас все как всегда. Как в большинстве случаев, за редким исключением, Миша, например, перед Красноярском. В очень многих случаях, что сначала кафе прям вот на слуху у всех, а потом раз и портится на глазах. А это, конечно, зря они такое делают. Сарафанное радио, оно распространяется мгновенно.
очень быстро у них просто, ну, опять же перестанут клиенты. Теряют клиентов. Люди перестанут ехать, найдут что-то другое. Тут мне мафиоза говорил за какое-то, я просто забыл. Вот, говорит, сейчас наши, говорит, их фирма, говорит, туда заезжают, всем нравится. И с Лехой с Иркутским вот я разговаривал. Он говорит, да, и у нас, говорит, уже на эту тему разговоры, говорит, ходили. Что вот испортились юрты от слова совсем. А вот смотрите, вот, да, вот перевал прошли, вот юрты прошел. Все, тут уже практически, ну, совсем чуть-чуть бело. И все, никакого льда, а дальше он снегом и не пахнет. Вот тоже полосой какой-то прошло. Вот именно где перевал. Ну, перевал есть перевал. Большой, маленький, это все равно перевал. Это возьмите Крестову, да, там. Внизу может быть солнце светить, наверх поднимаешься, там снег идет. Горы, горы. Это горы. Что вот у нас дальше все вообще вот, все сухо, прекрасно. Но дорожника так и не встретил. Ну, еще 10-й раз повторю ему, респект, братану. Так засыпал его, что вот я на него поднялся. Ни разу АСР-ка не сработала. Ни разу. А по прямой к нему шел. Так это, ну вот когда подъезжал к нему, так несколько раз срабатывало. Лед. А на перевале прошел просто пулей. Так что, наверное, вот здесь вот он загрузился, засыпал вот этой вот. Может быть, как вариант. Поехал, отсыпал все это дело. Красавчик. Так что вот, посмотрим назад. Сейчас-то я что не заезжал-то? Что я тут еду-то? 1:20. То есть, как бы позавтракавши, я не хочу кушать. Назад буду ехать, посмотрю. Если история повторится, больше я сюда тоже не поеду. Я про юрты имею в виду. Свеженький отвал, видите, высыпают. Видно вот только-только. Наш карьер любимый. А вон БелАЗик стоит маленький. В общем, дорога у нас вот такая. То солнце светит, то снежок идет, то как стекло. То как стекло подсыпанное шершавенькое, то асфальт сухой. Особо на расслабоне, в общем, не поедешь. Где там он? Грейзером он что-то гребает. Вон. Дорогу, может, равняет или что он там? Там он самосвальчик высыпает. Ну, только что было видно. Короче, для каких-то целей они там он что-то вот... Испортили картинку. Было все светленькое такое. Ну, не светленькое, но присыпанное снежком. А здесь все взяли, зачернили. Все, сейчас Забайкалье начнется. Самая погодка, да? Вот для этого вот занятия. Смотрите, как оно аккуратненько разулось. Прям так симпатично. Так, подушка целая, все целое. Вот только в Забайкальский зашел. И случилась вот такая вот хрень. Это я здесь задом заталкивал, и оно вот снялось.
Может, с ручника встать поставить. Снять! Ё-моё. О, шипеть перестала. Ну что, пойдем переодеваться. Вот и первое колесико. Диск целый, все целый. Я говорю, что они... Я уже давно говорил, что они скоро начнут стрелять. Скоро. И все уже такие... Ой, и это, а что с этим? И это пустое. Класс. И этому хана. Вот сидит этот скальник. Это уже весело. Да. 2 штуки. Но это-то я не разул. Это сделать. До ближайшего шиномонтажа надо ехать. Это вот дорожник, может быть дорожник, вот что, высыпал песочка, скальничек поднял. Видите, как он повлазил здесь, он везде тут он повлазил. Надо под себя отвертку взять. Но оно вот прямо видно. Вот видно и слышно. Ё-моё, вот это уже интересно. А я говорил перед выездом, колеса посмотрите. Ничего так перспективка, да? Ну что, сюда ставим. Сюда ставим тягачевское. Туда ставим прицепное. И до ближайшего шиномонтажа едем. А где у нас ближайший шиномонтаж? В Чите? Ну нет, шиномонтажи-то будут по дорожной сети. Пошли переодеваться, мясорубку доставать. Будем работать. Так, ну запаска вроде нормальная. Снялось хорошо. Распаковываем мясорубку. Будем пробовать мясорубкой скручивать колеса. Ну, срывать. Зачем мучиться этими монтировкой, когда можно гайки все посрывать мясорубочкой. Так же сейчас сделаем. И вот так вот все подряд срываем. Хорошая штука. Уже монтировкой будем откручивать. Тихо, 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 тихо. Нам нужен воздух.
Воздух кончился, сейчас надо повыше подушки поднять, чтобы можно было одеть. И все. Останется зажать. И первая часть марлезонского балета будет выполнена. И он поднимает. Выше надо. Ну, запаску за это. Ошметки эти зажмем здесь. Так, стоять. Сейчас еще оттуда свалишься. Покурите. Вот и все. О, еще у кого-то колесо выстрелило. Но у меня, скорее всего, не выстрелило. Меня, скорее всего, тоже словил этот. Что-то словил, оно спустило и все. А то еще не успело. Вовремя остановился. Пошли зажимать. И 50% выполнено будет. Если бы одно колесо, то вот и все. Делов-то на 40 минут. Вот. Не было вопросов. Но у нас же еще второе. Вот оно, родимое. Так что сейчас придется всю эту процедуру по новой повторить. А здесь 385 на 65 на 22,5 на 65. А запаска передняя, наверное, на 70. Да, на 70. Ну, ничего страшного. 5 миллиметров больше. Все, сейчас снимаем тягачевское, ставим это, вешаем. И до шиномонтажа вот, видите, надо достать пойти. Хотя все равно буду его снимать. Скальник, скальник. Я думаю, все-таки это, что дорожник посыпал. Хвалил я его, хвалил.
перехвалил. Да и колеса уже. Они уже свои выходили. 100%. Они уже свой срок отходили. Пошли работать дальше. С этой стороны немножко лучше. Здесь от ветра прикрытый буду. Ну не сильно, но все равно легче будет. Вот он, гад, виновник торжества. Я даже доставать его не буду. На этом на шиномонтаже достанут. Думаю, что там было все то же самое. Вряд ли я в левое колесо какой-то болт поймал. Скорее всего, точно так же скальник засадил, загнал, колесо спустило и разлохматило. Ну, признаюсь честно, впервые вот за всю мою карьеру, чтобы два колеса разом, такого еще не было. Да еще и на одной оси. Впервые в жизни такое. Все, ставим это, зажимаем. Вот так поедем. Пока. Некрасиво, не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Иди сюда, родимый. Но до ближайшего шиномонтажа, чтобы сделать это, попытаться. Все. Ставим ее в транспортное. Потому что мы с вами остались без запасок. Это не есть вырывал. Тем более с нашей резиной. Какая у нас здесь. Ну, сами все видите. Я говорил, что скоро начнут прицепные. Ну, как прицепной, это полбеды. Беда, когда передние стреляют. А эти еще удачно. Еще все получилось очень даже удачно. Ничего не разорвало. Ничего не оторвало. Да. Пакуемся. Умываемся. Переодеваемся. Упасть не могу туда, куда надо. Ну что ты будешь делать? Что за фигня, что я перекос попадаю? Как так? Попал. В общем.
Поехали. Сейчас посмотрим, сколько времени наш фитнес занял. Так. Тут проводов два вида. Хорошо, когда вот мясорубка, все это есть, правда? Раз. Все посрывал, все открутил. Единственное, что не лезть. Не можешь? Как у нас в армии говорили. Не можешь, научим. Не хочешь, заставим. Вот эти штуки уже можно лейки повыбрасывать. Зачем я их храню? Это далеко прятать не будем. Километров через 50 надо будет остановиться. Ну, аж дверь закрывает ветер. Переезжать. Так, все, вроде ничего не забыл. Ну и ладно.